Всем привет-привет! Я вас очень рада приветствовать на моем канале. Хочу поделиться с вами мастер-классом. Вот пошить такую красивую куклу. Хочу немножечко сказать о том, что она высокая, рост ее 50 сантиметров. Это будет серия мастер-классов. Первая из них будет создание тела этой куколки. Итак, дорогие друзья, вам понадобится ткань бежевого цвета и выкройка, которую вы сможете распечатать внизу под видео. Я ее немножечко изменила и изменила ручку. Она стала короче и добавился еще пальчик. Мне такой размер ручки нравится больше. Ножку я практически не меняла. Итак, при помощи твердого карандаша, хорошо заточенного, мы будем переносить с вами выкройку на ткань. Обязательно соблюдаем долевую нить. Все наши детали располагаются вдоль нашей ткани. Обязательно соблюдаем расстояние между деталями, для того, чтобы мы могли потом после сшивания вырезать каждую деталь. Вот так выглядит наша выкройка на ткани. Теперь мы приступаем к машинным строчкам. Мы по контуру проходимся мелкой машинной строчкой. После того, как мы сшили все наши детали, мы берем, разводим клей ПВА с водой, где-то приблизительно 1 к 1, и проходим вдоль всех наших машинных швов кисточкой по контуру. Это нам нужно для того, чтобы дополнительно укрепить наши машинные швы. Мне очень нравится этот способ, я его придумала сама. Применяю его во многих своих куклах, поэтому, если кому интересно, пожалуйста, берите себе на вооружение, пользуйтесь. Я думаю, вы оцените, что это очень удобно и практично. Обязательно делаем это с двух сторон, с лицевой стороны и с изнаночной, после чего мы будем приступать к вырезанию всех деталей и выворачиванию. После того, как мы вырезали наши детали, мы приступаем к рассечкам. В районе шеи мы делаем рассечки и обязательно в районе талии. Это нам нужно для того, чтобы была хорошая, красивая форма после выворачивания. Ручку мы в районе пальчика делаем рассечку. И дополнительно можно еще укрепить это место неразбавленным клеем ПВА. Вот так выглядят наши ручки и ножки, аккуратненько, они все хорошо вывернулись, нету никаких затяжек, линии все обтекаемые. Для наполнения нашей куколки я буду использовать мелкий холофабер. Он очень мягкий, приятный на ощупь, и чем мельче у нас зернышки, тем лучше будет поверхность нашей куклы, не будет у нас целлюлита. Вот так выглядят наши заготовочки, уже набитые холофабером. Они плотненько набитые, плотненькие ножки, плотненькое тельце. Ручки нам нужно сейчас еще поставить на проволочку, для того, чтобы они сгибались в локте. Нам понадобится проволочка сантиметров 15 длиной. Можно это еще проконтролировать по длине нашей ручки. Берем кусочек маленький синтепона, и сейчас при помощи силиконового жидкого клея мы обернем нашу проволочку в кусочек синтепона, чтобы сделать ее более такой мягкой. Постепенно мы наносим клей и фиксируем нашу синтепоновую мягкую тканюшечку на проволочке. Такая заготовка у нас должна получиться. Теперь нам нужно взять плоскогубцы и подвернуть один край проволочки, после чего мы должны этот край проволочки обернуть в кусочек синтепона. При помощи клея мы кусочек синтепона приклеиваем к нашей проволочке. Хвостики мы обрезать не будем. Проверяем симметричность палочек. И, соответственно, длину мы проверяем при помощи линейки. Длина у нас составляет 14 сантиметров в готовом виде.
Итак, мы вставили в ручку проволочку, наполнили еще холофабером. И теперь нам нужно отметить локтевой сгиб. Я взяла иголочку, и в районе локтя мы должны прошить как бы закрепочками в одну сторону, закрепляем, как бы на одном месте мы делаем закрепку. Потом под ткань мы проводим на вторую сторону, то есть мы огибаем проволочку внутри, и опять же на одном месте мы делаем несколько раз стежков туда и обратно. И тем самым мы делаем закрепочку. Потом мы делаем узелок и прячем нитку нашу обязательно в тело куклы. И обрезаем ее. После этого мы обрезаем наш узелок. Он нам уже не нужен будет. Выправляем ручку и продолжаем наполнять нашу ручку холофабером при помощи пинцета. Так мы продолжаем до конца, пока у нас не появится красивая форма наполненной руки. Итак, мы продолжаем при помощи фломастера по ткани. Нам нужно отметить линию, которая будет у вас на выкройке. Это около сантиметра. И эту линию прорисовать на ручке. Это нам надо для того, чтобы мы смогли подготовить нашу ручку к соединению с телом нашей куколки. Делаем это симметрично, обязательно 2 руки, проверяем симметричность. Теперь при помощи иголочки с ниточкой мы подворачиваем вовнутрь шов и прометываем наметочными стежочками по контуру. Это нужно сделать для того, чтобы нам было удобно эту ручку прикрепить к телу куколки. Вот так выглядит наша ручка в данный момент. Она уже готова к соединению с нашей куколкой. Вот наши ручки готовы. Мы их примеряем к нашей куколке, определяем их местоположение. При помощи булавочек мы зафиксируем. При этом обязательно совмещаем швы. Соединяем это все булавочкой. Спереди и сзади мы также зафиксируем булавочкой. Очень нужно делать аккуратно, чтобы не поранить себя. После чего мы будем пришивать нашу ручку. Итак, дорогие друзья, сейчас мы приступаем к соединению нашей руки с телом куколки. Для этого мы возьмем обязательно армированную ниточку. Начинаем пришивать сверху руки. Обязательно делаем закрепку. Конечно же, иголочки нам будут мешать какое-то время, но ничего страшного, нужно просто набраться терпения. И первые стежки обязательно сделать на одном месте. Как бы этим мы зафиксируем начало строчки и продолжаем прошивать дальше. Сначала мы берем за часть руки, потом поворачиваем куколку так, чтобы нам было удобно, и соединяем с туловищем, как бы П-образными стежочками. Опять мы берем за ручку. Надеюсь, вам видно. Теперь берем за тело. Опять за ручку. У нас получаются П-образные стежочки. Подтягиваем опять за тело и за ручку. Достаточно просто, но в то же время, так как это очень место сложное, немножечко нужно, конечно же, потрудиться. Возвращаемся назад. Как вы видите, я перевернула куколку и как бы сделала шаг назад. То есть этим я закрепила это место. Периодически нужно возвращаться, чтобы сделать закрепку, чтобы была крепкая и фиксированная строчка. Под мышкой тоже нужно сделать несколько шажков и вернуться назад. И опять сделать шажки по тем же следам, по тем же стежкам. Как бы ход назад. То есть мы делаем еще закрепку. И так продолжаем дальше по всей окружности. Не буду обрезать видео, покажу вам весь процесс, как
я пришиваю ручку. Я думаю, вы посмотрите внимательно, и вам будет понятно, как я это делаю. Теперь мы будем пришивать ножки, но для этого нам нужно сначала найти середину нашего туловища и отметить фломастером по ткани наш центр. Наполнитель я временно уберу и при помощи фломастера по ткани сейчас отмечу линию подгиба. Это 1 сантиметр от края. Я нарисую эту линию для того, чтобы удобно было пришивать наши ножки к туловищу нашей куколки. Теперь при помощи иголки с ниткой я подверну наш подгиб и прометаю его по всей окружности куколки. Берем толстую нитку, я беру джинсовую, в тон ткани и фиксирую, делаем закрепку по центру, где-то около сантиметра в одну сторону и в другую сторону. Обметочными стежочками мы делаем закрепочку. У нас должны получиться вот такие одинаковые отверстия для ножек. Теперь мы берем наши ножки, ставим на стол, выравниваем их и опять же отмечаем линию, соединительную линию, линию, где будет соединяться ножка с телом. Итак, мы присоединили одну ногу к телу булавочками, после чего мы должны приставить вторую ножку и обязательно нашу куколку поставить на стол. При помощи большой иголочки мы фиксируем ножки внизу, но перед тем, как закреплять ее, я обязательно наполнитель, который мы откладывали, наполню обратно тело нашей куколки. Обязательно должна быть плотная набивка, поэтому наполнитель мы наполняем очень плотненько, после чего мы будем прикреплять ножку к телу. Теперь при помощи булавочек мы фиксируем в нескольких местах ножку. Обязательно проверяем наши ножки. Вытягиваем иголочку, проверяем. Теперь при помощи иголочки с ниточкой, ниточку берем крепкую, джинсовую или армированную, начинаем пришивать наши ножки. Немножко будет неудобно нам это делать, так как много булавок, но по ходу пришивания мы булавочки удаляем постепенно. И еще маленький секретик. Как мы только заканчиваем уже пришивать вторую ножку, мы оставляем маленькое отверстие и дополняем еще наполнителем. Это нужно для того, чтобы у нас было достаточно плотное наполнение внизу тела. Поэтому я еще рекомендую обязательно дополнить наполнителем, равномерно его распределить иголочкой
для того, чтобы кукла была симметричная и хорошо стояла на ножку. Дорогие друзья, мастер-класс подходит к концу. Сейчас я вытягиваю наметочные стежки. После этого я буду равномерно распределять наполнитель внутри куколки при помощи иголочки. Сначала я толкаю наполнитель вниз, равномерно распределяя его по телу. Потом по ножкам из ножек я буду толкать его вверх, как бы соединяя наполнитель туловища с наполнителем ножек. Распределяем и массируем, равномерно распределяя наполнитель. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Что-то полезное, возможно, вы для себя взяли. Мне будет приятно, если вы поставите лайки или оставите комментарии. И до новых встреч в новом видео. Всем пока!